Если вы верите в гороскопы, то можете также пользоваться данными функциями. Дикая сирена, которая обеспечит шугаринг всем окружающим. Всем привет! Давно я не делал обзоры на стрёмные китайские часы. Но реклама этих часов мне выскакивала раз 30. Хотят обзор, они получат обзор. Часы называются Blitz Wolf. Если переводить с немецкого, то это молниеносный волк. В общем, название интересное, а сами часы давайте рассмотрим. Итак, модель BWAT4. На всех рендерах, официальных, неофициальных, на сайте Banggood я их покупал, потому что там они самые дешевые, стоят 15 евро. На Алишке 28, на оригинальном магазине 38. Ну, 15 меня устраивает, остальное перебор. Везде написано, что экран AMOLED. Иногда AMOLED, но в основном рендеры с AMOLED, Super AMOLED. На коробке мы этого не видим, поэтому что здесь? Скорее всего, конечно же, ипсовый экран. Итак, они умеют измерять сердечный ритм, в них есть спидометр, какие-то сообщения на них приходят, 220 мА аккумулятор, небольшой, я бы сказал. А так ли они качественны, чтобы их кто-то покупал? Ладно, они меня достали рекламой. Итак, открываем. Инструкция пользователя. Основное предназначение — перейти на сайт и скачать приложение. Приложение, кстати, я забыл сказать, называется RD-Fit. Оценки у него 3,1. Но там в основном у людей не получается подключиться. Им почему-то не хватает либо украинского, либо русского языка. В общем, у людей странные трудности, потому что и тот языки присутствуют. А теперь переходим к часам. Итак, сама болваночка вполне себе нарядная и довольно-таки крупного размера. Судя по экрану, отступы, конечно же, немножко рендерам не соответствуют. Сзади все красиво. Написано вместо Dive DOF, GPS, LTE, Water Resistant. Ну, в общем, керамик кейс, как мы любим в стрёмных китайских часах, всегда так пишут. Зарядка у нас ничего себе, беспроводная. Ремешок у нас синий. Почему синий? Потому что в черном ремешке черные часы, а черные часы будут с черным покрытием. А на китайских часах черное покрытие что? Правильно, стирается очень быстро. Учитывая стоимость часов, отливка вполне себе годная. На наружной части никаких косяков нету. Там, где крепится ремешок, там чуть-чуть есть, но они вообще ни на что не влияют. Итак, крепим. Надеюсь, отверстие есть. Голограммка есть, то есть их, видать, включали, и они все-таки работали. Ничего себе. Загружается молниеносно. Что, на мой взгляд, должно быть в таких часах? Во-первых, должен быть нормальный экран, а во-вторых, должен быть нормальный шагомер. То, что они что-то еще могут мерить, кроме шагомера, я сомневаюсь, но шагомер нужен, потому что я, например, хочу проходить там от 8 до 12 тысяч шагов, и они должны это мерять нормально, сравнивать буду их с вот таким вот Amazfit, он отлично меряет шаги, в общем, к нему никаких претензий нету. Был бы у него еще AMOLED дисплей, ему бы цены не было. Колесико функциональное, единственное, оно переключает циферблаты, то есть вы в течение дня будете случайно видеть очень много разных циферблатов. Они, кстати, прикольные. Я немного в них походил и смогу немного вам о них рассказать. Первое. Из датчиков у них работает только шагомер. Спросите почему? Потому что других датчиков здесь, к сожалению, нет. Сейчас мы немножко пробежимся по меню, а дальше я разберу часы, и мы сможем убедиться в том, что реально нет никаких датчиков. Несмотря на то, что на сайте написано, что здесь AMOLED дисплей, и естественно за цену 13 евро AMOLED не бывает, поэтому здесь IPS матрица неплохая, а вот так она смотрится на улице. Второе. Шагомер. Он работает, немножко привирает, всего лишь на 5%. Вот я его сравнил с Amazfit. Amazfit я проверял, он работает хорошо, считает верно. А вот такая вот небольшая разница. В пределах 5% разница. Очень достойно. Я надеюсь, вам видно, дисплей не собрал царапин. Я носил около 10 дней данные часы, и для такой ценовой категории ни одной царапинки уже хорошо. Корпус металлический. Если корпус падает на твердой поверхности, особенно если это плитка, то, конечно же, будут царапинки. Не знаю, вам видно или нет. Еще попробую ближе взять. Вот тут вот они упали, поэтому, собственно, царапинки
органически, естественно, появились, но часы довольно-таки увесистые. 56 грамм на данный момент это довольно-таки тяжелые часы. 47 миллиметров. Сам же дисплей около 37 миллиметров. Вы спросите, а есть ли встроенный микрофон? Я скажу, есть. А вы спросите, а громко ли он работает? Это максимальная была громкость. Можно ли по ним звонить? Теоретически, да, микрофон есть. Речь он распознает. Здесь вот динамики и, по-моему, с другой стороны, да, вот есть отверстие для микрофона. Он распознает все. Но, к сожалению, учитывая громкость, это довольно-таки бесполезная функция. Ну вот как-то так. 3 циферблата у нас стоят по умолчанию. А вот такой и вот такой. Довольно интересный эффект, кстати, его хорошо видно. И один дополнительный вы можете установить из программы. А вот хотя бы даже такой. Можно даже анимированные, чуть позже это все дело покажу. Меню Apple'овское я сменил на вот такое вот. На нем не так заметны косяки малого количества кадров. А здесь их где-то 15-20 секунд. Хотя, возможно, я разбалован 60 герцами. Есть у нас даже игры, то есть одна игра. Вот такая вот странная птичка летит вперед между трубами. Если вам срочно надо посадить батарею, включаете. Час-два игры, батарея посажена, все довольны. Женское здоровье для разнообразных религий. Удобные фишки, наверное, удобные. Есть будильник, можно найти телефон. Вы услышали. Есть секундомер. С кучей кругов, все как положено. Таймер, вот на мой взгляд таймер, это очень полезная фишка. Я ее поставил на отдельную клавишу, чуть-чуть позже покажу. Можно сделать QR-код, не знаю для чего, возможно для оплаты. Можно сделать фото на телефоне, дыхание. Вот погода мне нравится, отрисовано хорошо. Есть даже голосовой помощник. Для того, чтобы работал помощник, нужно запустить программу. Итак, зачем я купил эти часы? Вы поняли, он не знает, зачем я их купил, вот, а я сам не знаю, поэтому ему тоже рассказать не смогу, скорее всего для того, чтобы сделать обзор. Но звук вы слышите тихий и пользоваться, в общем-то, не очень комфортно. Далее у нас есть календарь, есть заметки с WhatsApp, с X, с Facebook, есть напоминалки, есть куча неработающих функций. SPO2, артериальное давление, пульс, это все не работает. Музыка работает, но тоже не всегда идеально. То есть она показывает композицию, но не запускает ее. То есть если я включу ее на телефоне, после этого все это дело начнет работать. Сон можете включить, причем в ручном режиме. Вот шагомер работает, к нему претензий нету. Есть спорт, тоже можете выбрать. Ну, по факту это тот же самый шагомер, а учитывая, что пульс не работает, то, ну, и смысла как бы в этом, собственно, нету. Независимо, что бы вы не выбрали, оно, в общем-то, бесполезно. Журнал вызовов, есть уведомления. Уведомления здесь частично читаются. Вот видите, какое интересно. Якщо ти майстриня манікюру, сразу улыбочка. Нет, я не майстриня манікюру, поэтому выключаю. Ну, собственно, выбирайте приложение, откуда будут приходить сообщения, и они приходят. И, собственно, набор номера. Из полезного еще есть калькулятор. У кого плохо со счетом, вы можете включить калькулятор, и он работает, и он довольно-таки приличный. Теперь немножко печально. Программа RawFit. Кстати, при первом запуске, вот она была запущена, поэтому все нормально. Запускается реклама, и, на мой взгляд, это вообще уже полное дно. Я немножечко сейчас учу дизайн, и вот когда я вижу вот такие вот выравнивания, такие шрифты, меня просто коробят. Ну и цветовая гамма тоже вот такая себе. На первой странице у нас из рабочего только, естественно, шагомер. Здесь вы можете посмотреть историю, поставить себе цель. Вот у меня цель стоит 10 тысяч шагов. Рівень цукру, кисень крови, кров'яний тиск, температура. Если вы верите в гороскопы, то можете также пользоваться данными функциями. Они также бесполезны, но выдают какую-то рандомную информацию. Ну, в общем, для любителей гороскопов советую, а для адекватных людей только шагомер. Здесь у нас сверху показаны, собственно, часы. Кстати, батарейка в них садится, если активно пользоваться, за день посадите. Если не активно, дней 5 будут садиться. Здесь можно поставить напоминание о том, что вам пора встать, запить с помощью воды лекарства, потому что иначе как объяснить то, зачем вы купили данные часы? Вам нужны лекарства. Можете найти часы, сделать фотографию, выбрать, откуда вам будут приходить сообщения. Обновление микропрограммы тоже не работает. Кстати, версия, как видите, 0.0.1. Это даже, наверное, не бета-версия. Возможно, в версии 0.0.2 вы не только попьете воду, не только встанете, не только запьете таблетку, но еще вам скажет, когда сходить в туалет. Но для этого дождемся второй версии.
Это самая интересная здесь функция, самая полезная. Циферблатов много, идеальных здесь нету, но смешные есть. Смешные, красивые есть. Информативных, ну так вот, не очень. Есть анимированные, красивые. Если он не анимированный, то я немножечко буду разочарованный, потому что зачем это все рисовать? Вот таким образом идет загрузка. И 200 килобайт грузятся целую минуту. Как я и говорил, циферблат красивый, но не информативный и не анимированный. Ну, как обычно, бесполезный. Еще есть режим шахта, и я даже не знаю, как это звучит на английском, но точно не шахта. И вы сами понимаете, с переводчиками было тяжело. А здесь вы можете прилепить аватарку свою и нажать на вот такую вот штуку, которая называется «Вчитель видео». Неприятным женским голосом, показывая совершенно другую модель часов, расскажут, как нажимать на клавиши, как пользоваться скроллингом. Ну, в общем, бесполезное видео. Программа простая. Нужна она для чего? Для того, чтобы установить цель на шагомере и для того, чтобы прилепить циферблат. Ну, еще можно напоминалки поставить и откуда будут приходить сообщения. Все остальное здесь, к сожалению, излишне и бесполезно. Как же я настроил под себя данные часы? Вот шутки циферблат. Двойное нажатие на заводную головку включает вот такую вот штуку. Это таймер. Очень полезная штука. Ну, например, при учебе, либо при работе. Там 20 минут ставите и в стиле помодоро поработали, отдохнули. Либо же захотели сварить яйца. Вот 3 минуты засекли, оно там прожужжало. Яйца у вас сварились как надо. Одно нажатие вы переходите в основное меню. Два нажатия переходите вот сюда. Нижняя клавиша у нас включает-выключает часы. Долгое нажатие. Можно восстановить заводские настройки и выключить. Они не держат русский язык. Ну, не могут они его держать. Если они полежат, будет по-любому назад английский. Ну, хорошо, что не китайский. Так что можете вообще не запариваться. С английского никуда не переходить, потому что будете каждый раз вот при включении все то же самое повторять. Зажимаем заводную головку. И вот такая вот дикая сирена, которая обеспечит шугаринг всем окружающим, если это ночь и если тишина. Вот вы случайно руку прислонили, естественно, долгое нажатие, включается сирена, ну, вы сами понимаете. Свайп вправо, мы переходим в виджеты. Они, кстати, частично рабочие. Да, они фактически все рабочие, просто вот, например, виджет музыки, он не всегда адекватно отрабатывает. Можно сообщения посмотреть, то есть, видите, виджеты работают. Смахиваем влево, переходим в шагомер, далее бег, далее музыка, далее вы можете добавить все, что вам нужно. Смахиваем вниз. И переходим в основные настройки. Включаем Bluetooth, регулируем яркость. Можно даже включить Always on Display. Правда, он вам усадит за пару часов в хлам данные часы, потому что здесь дисплей не OLED, но сама функция есть. Есть функция вибрация, она здесь сильная и неприятная. Помощник, ночной режим, даже календарь можно отсюда посмотреть. Если вы забыли, какое сегодня число, внизу отражается заряд батареи и подключение по Bluetooth. Батарея за время обзора села процентов на 30. Это за минут 15 включенного дисплея. То есть вы сами понимаете, час дисплея полностью усадит эти часы. Итак, как и обещал, давайте разберем данные часы. А перед этим я вам скажу, что следующий обзор будет на вот такую вот шикарную модель с GPS, с рабочими датчиками. Она стоит в 2 раза дороже. Стоит ли она того? Узнаем в следующем обзоре. А пока продолжаем разбирать. Кстати, здесь винты под шлиц звездочка. Или торкс, или кому как нравится. И если вы внимательно почитаете надписи, то эта крышка и керамическая, и водонепроницаемая, и что она только не умеет делать. И GPS тут есть, и IP67. Зачем это делать, я не понимаю. То есть на часах за 13 евро вот эти вот все функции, они немножко смешны. Но здесь есть беспроводная зарядка, и это большой плюс для такой ценовой категории. Вот так вот покажу. Там просто идут шлейфы, и отдирать шлейфы у меня желания нет. Но то, что здесь нет водозащиты, мы сразу же видим, потому что никаких прокладок нету. В воду погружать абсолютно нельзя. Стоит аккумулятор, запаяна такая себе не мелкая плата. Я вижу по центру отсутствие датчиков. Ну, собственно, там даже нету где им стоять, потому что есть просто пару светодиодов, которые моргают. И, в общем-то, датчиков мы не видим. Про олеофобное покрытие, а вот вам ответ, его нет. Итак, за свою цену данные часы вполне себе неплохие. Если бы в них был громкий звук, если бы была водозащита, они были бы хорошие за 13 евро. А так, это хорошие часы с экраном, шагомером и напоминалками. Также встроена вибрация и показ погоды. Если вам этих функций достаточно, принимайте решение сами брать, не брать. Я вам кидаю ссылку, где их можно взять за 13 евро. Они продаются даже за 40, но, естественно, там покупать не стоит. Лучше взять за 13. Хотя, кто его знает, кому-то, возможно, за 40 будет интересно. Данные часы условно могу рекомендовать, учитывая их цену.